Счастье, счастье, счастье. Всем вам цветочно счастливая радость. Ну, молодцы, такие хорошие комментарии пишите. Все комментарии проработала, все комментарии почитала. Очень хорошие темы мы с вами поднимаем. Как-то оно так нам созвучно. У каждого есть свое мнение. Кто-то, может, это уже применяет у себя на практике в своей жизни. Кто-то своим опытом обменивается. Ну вот по поводу самооценки мы с вами говорили. Ну, не самооценки, а по поводу говорили мы с вами, ну как... Что такое обида, как избавиться от обиды, то есть поднять свою самооценку. Как ты можешь поднять свою самооценку? Перестать себя критиковать. И много получила комментариев по поводу того, что Рузана очень долго себя критиковала, очень долго сама себя ругала, сама себя собой недовольна. От этого, конечно, обиды. Обиды, потому что себя не можешь защитить, как-то себя не мог огородить, уберечь. От этого появляется обида, она глубоко садится, то есть сам себя не защитил. Своя самооценка никакая в своих глазах. Поэтому, конечно, никогда и ни за что, первое, себя не критиковать. Ну, не будем повторяться. Ну, молодцы, молодцы, конечно. Если себя не критиковать, то что? Себя хвалить. Хвалить себя. Утром встал, только мысль какая-то залезла, а ты сказал счастье, счастье, радость, удовольствие. О, уже себя похвалил. Какая я молодец, какой я молодец. Я с позитива начинаю. Прям, да, оно слышится очень примитивно, но поверьте, только из таких мелочей состоит твое психологическое состояние. Из вот таких маленьких примитивных мелочей, рутинных мелочей. Когда ты здесь стоишь упорно, когда ты здесь стоишь уверенно, вот в этих рутинных мелочах, то вся остальная жизнь, которая пошла outside, из дома, внешняя, то она к тебе не прилипнет, когда ты стоишь на ногах сам. Из самого примитивного, самого маленького. Это ты сам стоишь, дал себе уверенность. Ни за что себя не критиковал и только себя одобрял, только себя хвалил. Чашечку кофе сделал. Какая у меня сегодня чашечка кофе вкусная получилась. Вообще как-то так настолько приятно все пьется. Ой, какой туман за окном, какой комфорт, какой дождь, какое солнце. Это секунды. Вот прям сразу раз с утра себе взял вот это и поставил себя на землю, уверенно, хорошо поставил себя на землю. И поэтому потом уже, когда ты сталкиваешься, идешь во внешнюю жизнь, то тебе уже ничего, ты сам себе уверен. И никто не может меня сбить с моего пути. Вот, кстати, расскажу вам, я уже где-то в каких-то видео своих рассказывала, но расскажу вам, когда-то, было мне, я не знаю, лет, наверное, 13, 14, может 15, совсем. Ребенок совсем была. Я стояла на остановке. И так нас на остановке стояло там, 5 человек, наверное, 4-5 человек нас стояло на остановке. Две женщины какие-то, я стояла и мужчина. Тогда мне оказался очень, очень возрастной, ему лет 70, 75, 72, вот такой мужчина стоял. И мы стояли, ждали автобус. И идет на остановку, переходит дорогу, идет на эту остановку парень с букетом, роскошным букетом цветов. Мальчишка лет 20-22 с цветами идет. Я, конечно, мне было лет 13, 14, 15, обратила внимание, такой букет красивый, парень хороший. Ой, как-то свои ассоциации с этим парнем. И стоим, ждем автобус. Вдруг к нему вот этот мужчина возрастной подходит и говорит: ой, какие цветы некрасивые. Парень молчит. Ой, кому ты несешь этот веник? На свидание идешь с этим веником? Парень молчит. Или ты маме купил? Кто маме покупает такой букет некрасивый? Парень молчит.
Вот я, когда был молодой, я покупал ромашки в поле на рву, и я нес на свидание. А сейчас? Это что за веники? Это разве букеты? Кто с такими букетами ходит? Да лучше бы ты не позорился, что ты несешь этот букет. И вот такой был монолог. Все молчали, и парень молчал. Но в конце концов парень букет выбросил, стояла там какая-то корзинка для мусора, выбросил эти цветы, или на землю выбросил, я уже сейчас и не помню. Выбросил эти цветы и пошел. Перешел дорогу и пошел. Тут вскоре тут же подошел автобус, а когда парень бросил цветы и стал уходить, и вдруг этот мужчина к нам поворачивается, нас там 3 женщин, 4, что-то мы там стоим, и говорит: ой, говорит, такой красивый букет выбросил, я пошутил. Ой, какой букет красивый выбросил, я же пошутил. Тут подошел автобус, все сели в автобус, кто какой автобус ждал, сел в автобус. И я помню, я такая была молодая, я помню, я себе подумала: не дать никому себя сбить с пути. Вот он просто парня сбил с пути. Кто этот вообще ему был человек? Никто. Какой-то прохожий вообще. И представьте, вот он его сбил, ведь он купил этот цветы. Может быть, действительно маме купил. Может быть, к девушке идет встречаться. Может, вообще первый раз в жизни парень цветы купил, несет кому-то. И вот так вот чужой абсолютно человек тебя просто из-под земли выбил, из тебя почву из-под земли, выбил твои планы. Представляете как? Вот я помню, я тогда подумала: ни за что, никогда никому не дать себя сбить с пути. Ну, конечно, не всегда следовала этому правилу, может быть, когда-то в жизни и попадалась на какие-то ситуации, но как-то вот мне это врезалось, и я вот, если как-то плюс-минус соблюдаю вот это вот, не дать себя сбить с пути. Вот так и утром, вот когда ты встал, сказал себе вот какие-то такие, похвалил себя за что-то, поднял себе настроение, и потом не дать никому себя сбить с пути. Когда это нарабатывается постоянно, годами, это делается, секунды берет какие-то. И действительно, ничья оценка тебе что-то сказал или как-то тебя что-то, ничего к тебе сюда не придет. Ну, это вот такая маленькая работа над собой. Такая же ежедневная, такая же мимоходом, но это такое приятное в себе выработать состояние. Это так же приятно, как ты стоишь с этими руками, бесконечно стоишь, и этот результат, который с тобой до конца дней тебе приятно будет демонстрировать приятности. Ты будешь смотреть на свое тело приятно. Вот это такая привычка, которую ты к себе пустил, она тебе до конца будет служить. Представляете? Она уже мимоходом. Ой, сидишь, стоишь, руки поднял. Вот сейчас сидим с вами, разговариваем, кто-то слушает. Подняли руки. Кто как хотите, кто как. Вот так, просто даже вот так поддержать руки. Поднял руки. И это, каждая секунда, то, что ты вот так с руками постоял, она тебе до конца твоих дней будет давать результат. Ты будешь этим наслаждаться. Вот точно так же и то, как ты себя настраиваешь. Каждый день мимолетно настраивай, и оно набирается, и у тебя такая почва, которую ты себе создал, так уверенно ты стоишь, что, конечно, даже если там пришел и тебе что-то начальник сказал, ну, ты сделал, ты по работе двери закрыл после работы. Ни начальника, ни коллегу, забыл, как прошлогодний снег пришел, потому что у тебя есть почва, ты ее сам себе создал, только сам. Никто не придет, не возьмет за ручку и ничего тебе не создаст сам. И когда ты сам себе создал, ты настолько тебе это приятно, это не чей-то ты костыль встал и держишь, вот кто-то тебе поставил этот костыль, опору, а ты это все равно костыль. А когда ты сам проработал себе ежедневно, как казалось, вот такую ерунду счастье, что вот это радость, что это за...
Все работает. Все работает. Ой, сейчас покажу вам, приготовила. Ну что, у нас немножко уже так, ну, открыли какие-то магазины. Все равно вот как шопинг, вот как удовольствие, чтобы получить. Конечно, пока еще такого не происходит. Ну, лично со мной не происходит. Но тем не менее расскажу вам одни свои ощущения. Куда ни зайдешь в магазин, ты должен обработать руки. И либо стоит аппарат, и кто-то стоит, смотрит, чтобы ты обязательно и так, знаете, прилично что-то, и начинаешь вот это размазывать. Либо стоит сразу человек, и тебе сам брызгает тебе. Что я приспособилась? Ну, конечно, из этого лишний раз не хочешь какой-то, ну так, на витрину посмотришь, лишний раз не хочешь зайти, потому что надо руки эти обрабатывать. Ну, сколько можно эти руки обрабатывать? Так что я приспособила? Я купила себе вот такие вот тоненькие, никакие трикотажные катоновые тоненькие перчаточки вот такие. А уже на них надеваю вот эти прозрачные перчаточки. Вот на эти прозрачные перчаточки. И тогда уже можно заходить в магазин, и что-то ты обработал. У нас в некоторых магазинах стоят просто умывальники. Ты должен еще помыть, а потом еще и обработать. Так все делаю вот так. Если ходила без этих перчаточек, тут же моментально прилипает эти разовые перчатки, прилипает, начинаешь снимать, начинается кожа отсюда тянуть, и я себе думаю, я испорчу себе, ну, моментально что? Испорчу так, что вот купила вот такие вот перчаточки, но вынужден. И, конечно, ты уже, когда ходишь по магазину, ходить с камерой, с маской, в этих перчатках, ходишь что-то, настолько пока еще некомфортно. Но что, вы знаете, на чем себя поймала? На чем себя поймала, и очень тоже этому состоянию очень довольна, потому что в жизни когда-то был период другого состояния. Знаете, какое состояние? Зашла в один магазин, зашла в другой магазин, смотрю эти кофточки, смотрю эти платья, бесконечные кофточки, платья, юбочки, что-то. Все хочу. Это посмотрела, думаю, боже, какая красивая юбка, хочу. Ой, а это какая кофточка? Ой, хочу. Это платье, какое платье? Хочу. Я была так себе приятно удивлена. Это не говорит о том, что ты купишь это. Оно не обязательно. Хотеть – это значит купить. Нет. Вот само это ощущение, что ты хочешь. Я это ощущение просто обожаю это ощущение. Хочешь. Вот прям хочешь, это не то, что ты побежишь и купишь, и опять очередное что-то принесешь. Нет. Но вот это само ощущение, что ты хочешь. Когда-то был у меня тоже в жизни такой период, когда я шла в магазин и ничего не хотела. Не видела, что я вот что-то хочу. И нас пригласили нас куда-то в гости какая-то на новоселье кому-то, уже я не помню. И мой муж приходит с работы и говорит, что мой босс приглашает нас к себе на новоселье, купили они там дом, приглашают на новоселье. Я ему говорю мужу, я не пойду. Я не хочу. Я абсолютно не готова, не хочу. Но он говорит, ладно. Там через 2 дня приходит и говорит, нет, мой босс сказал, что только с женами, что ты женат, ты не можешь прийти один. Так, заведено. Ты не можешь прийти один, это семейное такое торжество, и мы вас приглашаем, и только в паре вы можете прийти, по одному, как-то так. Это было 20 лет, наверное, назад. Тогда я идти не хочу. И я тогда мужу говорю, мне нечего надеть. Я не пойду. Говорю, там все будут, и я говорю, не пойду, мне нечего надеть. И мне муж говорит, хорошо, ладно, давай в выходные мы поедем, и ты что-то себе выбери. Ладно, поехали, куда ни посмотрю, не хочу, это не хочу, это не хочу, это не хочу. Вот такое состояние, не хочу. На что-то там посмотрела, что-то там вяло так увидела, такое было настроение. Была причина к этому настроению, это не неспроста, была причина. Что-то там, какое-то платье пошла, померила, они были в 2 цветах платья. И оно мне как-то вроде понравилось. Что-то я проявила такой, какой-то чуть-чуть такой вялый к нему интерес. Он посмотрел, говорит, да, тебе красиво, давай купим.
давай купим. Я уже просто, чтобы ему... И пришли в кассу, значит, мы все купили, сели в машину, едем. И уже так хорошо от магазина уехали. И вдруг мой муж разворачивается, просто нарушая все правила, все разворачивается. И едем мы в этот... Говорю, что такое? Он говорит, сейчас. Приезжаем в этот магазин, и он берет такое же платье, это же платье, они были в двух расцветках, вторую расцветку берет. И приходит, мне приносит в машину, говорит, на тебе еще и это. Что хоть тебе что-то понравилось, оно в разных расцветках, так у тебя, ну, может, настроение поднимется. Поэтому что хочу сказать, что, конечно, вот это вот ощущение, когда тебе хочется, это не обязательно, чтобы купить, но это такое классное ощущение, когда тебе хочется, потому что по-всякому в жизни складывается, по-всякому бывает, что ты смотришь и тебе не хочется. Поэтому работаем над собой, прекрасное чудо. Бесконечно это что? Это работа над собой. Вот бесконечно, ну что ты вот с этим упражнением? Бесконечная работа. А все, кто с диетой, с приятельницей, мне моя приятельница звонит и говорит, ой, делаю уборку дома, делаю уборку, в зеркало на себя смотрю, какая я, ну, называет там себя, ну, немножко лишний вес у нее, по-всякому себя называет. Я говорю, да? Ты, говорю, себе так вот себя видишь, ты вот так себя, она говорит, ну да, у меня лишних там столько килограмм. Я говорю, ты знаешь, я, говорю, делаю уборку, мимо зеркала прохожу, на себя смотрю и думаю, ой, надо пару-тройку килограмм скинуть. То есть, ну, не заканчивается это с собой работа не заканчивается. Ну, действительно, проходила так, думаю, ну надо же, что-то как-то так посмотрела, думаю, килограмма 3 точно надо опять бросать. Так, ну ладно, получила еще комментарий. Здравствуйте, Розана. Месяц назад вы изменили мою жизнь. Спасибо вам. Мне 58 лет. Вес был 81. Такая, описывайте себя такая. Стала делать применять все ваши практические советы. И полностью изменилась моя жизнь. И описываете, а в конце пишите, Розана, опишите маску с алоэ. Я со сметаной уже сделала, а хочу с алоэ. То же самое с алоэ, как со сметаной, эта маска. У меня вы пишете, что у вас алоэ, вы сами вырастили. То есть как нанести этот алоэ. Взять этот листочек и нанести, я не знаю. Я думаю, да, потому что я покупаю. Вот эта баночка уже совсем тут на дне осталась. Я покупаю в магазине. Но здесь... И здесь в составе написано 98%, 99% алоэ и 1% чего-то там, я не знаю. То есть сам по себе этот вот продукт, который я покупаю, я думаю, вот это вот оно и есть. Вот это оно и есть этот алоэ. Поэтому попробуйте, вот он. Ой, обожаю. Я вот буквально вчера делала эту маску с алоэ. Попробуйте. С этого листочка, который у вас есть, нанесли и тут же соль, потому что алоэ быстренько высыхает. Быстро вот как-то оно высыхает и немножко стягивает, немножко берет. Поэтому сразу нанесите соль, разотрите и подождите немножко, чтобы оно стянуло. Кто-то написал, я сделала маску со сметаной, лицо горело 2 дня, красное было 2 дня. Не всем подходит. Такое, знаете, это кому подходит, кому нет. Поэтому, может быть, перед тем, как делать, попробуйте сделать вот здесь на руке. Попробуйте вот это же алоэ, попробуйте на руке с солью и посмотрите. Если у вас ощущение горит, и это так не надо применять для лица. Поэтому, ну вот с алоэ это вот так. Ну и еще вот покажу вам, купила новый крем. Ой, она мне побрызгала, упаковала сюда крем и побрызгала какими-то духами. Ну, вы знаете, ну просто пойду куплю эти духи. Ну, вот эта компания L'Occitane. И накануне я зашла в этот магазин, и я попросила, парень сидел, я говорю, дай мне, пожалуйста, какие-то пробники. Я хочу, говорю, попробовать. Я первый раз с этой компанией, ничего не знаю. Ну, я долго вам рассказывала, что я долго использовала... Уже 20 минут. Только начали говорить 20 минут. Долго 8 лет использовала Лирак.
И просто пришло время его поменять. Он уже не стал так работать. Ну, ни за что бы не ушла от Лирака, но уже вижу, что он не так работает. И перешла на Дарфен. Тоже вот 4 баночки использовала. Но вот теперь хочу попробовать вот этот L'Occitane. Когда я пришла парню, говорю, дай мне, пожалуйста, самплсы, я хочу попробовать, я не первый раз этой продукции. Он мне все рассказал, все мне объяснил, дал мне самплс, я пришла домой, попробовала, и мне понравилось. И вот я вернулась к ним купить. И когда я покупала, уже была менеджер этого магазина или хозяйка, я не знаю, она мне сказала, что этот крем каждые 2 минуты по всему миру покупается этот крем. Ну вот. Попробую, вам скажу результат. Ну, думаю, хороший. Вот такой вот крем. L'Occitane. Ну, в общем, вот такой крем. Попробую, вам скажу результат. Ну, в любом случае, я думаю, что хороший крем. 2-3 раза попользоваться, дальше что-то, наверное, новое искать. А так как задержалась я с прошлым кремом с Лираком на 8 лет, это, конечно, была такая находка моя, очень мне нравился. Ну что, мои хорошие, всех вас бесконечно уважаю. Спасибо вам за лайки, за поддержку, за то, что комментарии пишете, за то, что лайки ставите, за то, что подписываетесь на канал. Ну и со многими, очень со многими мы просто на одной волне. Друг друга слышим, друг друга понимаем. Что-то устраивает, что-то не в такой степени. Но в основном как-то все созвучно. Как-то все созвучно. Всех вас бесконечно уважаю. И до следующих встреч. Счастья, счастья, счастья!